В описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. В очередной раз, здравствуйте, глобальный сервер, 4-й день и скоростные прохождения, 1-й этап. Продолжаем тему, и на этот раз у нас Гарпия. Нелегендарных я выделил в отдельный ролик, да, сразу все подземелья показал. Ну, а уже по остальным дисциплинам будем проходить их по каждому подземелью отдельно, так будет удобнее. И на этот раз мы начнем с глобального сервера, потому что я здесь начал проходить, и у меня уже тут результаты лучше, чем в Китае. Ну и плюс ко всему, в прошлом видео я сначала выложил видео, а потом начал делать команды и выкладывать коды в комментариях, в описании. Теперь я сделаю это сразу. Итак, смотрим Гарпию и предлагаю начать с дисциплины света и тьмы. У меня здесь получилось неплохое время, 10 секунд. Единственное, что, скорее всего, меня еще перебьют. Но все результаты, которые я показываю, скорее всего, я их улучшать уже не буду. Пускай даже опущусь по рейтингу. Меня устраивает, потому что разница по наградам, я уже очень часто это повторяю, разница по наградам. Кстати, многие не замечают, что здесь вкладки. Многие ошибались, думая, что за все дисциплины будут вот такие награды, то есть с яйцами. Но здесь нужно щелкать вкладки, и вот такая высокая награда с яйцом, это у нас только за башню демона. А у таких подземельев у нас здесь вот такие вот награды. И разница между местами очень слабая. Поэтому здесь как-то суетиться прям вообще не стоит. Просто попадите в рейтинг на любое место, и все будет замечательно. И команда у меня такая же, как и в Китае. Единственное, что основа такая же. Но при этом в Китае почему-то не использовали Тиамат, хотя она здесь великолепно подходит. У Тиамат очень ранний старт. Это значит, что она сможет успеть за тенями, потому что тени стартуют тоже очень рано. Точность собрать ей здесь довольно-таки сложно. Сколько смог, 226, столько собрал. Также с помощью вот этих двух кусочков я добавил ей немножечко ускорения. И вот этот вот талант тоже помогает ей немножечко ускориться. Она у нас здесь накладывает запрет усилений, снимает усиление с Гарпии. Плюс ко всему накладывает разлом. Разлом, сами понимаете, здесь 5 целей. Разлом накладывается очень хаотично. Самый лучший бой у вас получится, если вы переберете бои так, что, больше разломов наложится на дымки и на, собственно, Гарпию. Если вам, конечно, не лень этим заниматься. Дафна у меня здесь в сете кукольника. Почему я это сделал? Потому что она стартует очень рано, на 5-й секунде, чтобы она залила Тиамат и сделала ее еще быстрее. Так как у нас сет кукольника для них, для теней, не подходит, то есть он им ничего не дает, но Тиамат было бы неплохо ускорить. Я этим, собственно, и занялся. Донатный артефакт, естественно, сами понимаете, меняется на сферу дракона, либо на сундук. Аспальта у нас в сете на скорость атаки, либо не в сете, а в 2 кусочках. Вот этот сет тоже подходит. Сейр у нас в роли танка, поэтому у него вот этот вот сет. У него здесь, обратите внимание, рога. Это я поставил для максимального результата. Вот этот вот эффект на увеличение входящего урона, он сильнее, чем, например, эффект вот от того же донатного артефакта на увеличение уже нашего урона. Не входящего урона у противника, а именно нашего исходящего. Если вы хотите прям максимальный результат, с рогами получается лучше всего. Но у рогов есть здесь очень большой недостаток. Они накладывают только на одну цель в начале боя вот этот эффект увеличения входящего урона. А у нас 5 целей, поэтому придется перебирать бои, чтобы этот эффект наложился именно на Гарпию. Если вам лень этим заниматься, это вообще не принципиально, это может быть там пару десятых секунды вам сэкономит, то есть ерундой это, как я, не занимайтесь, просто ставьте любой другой артефакт. Не смотрите на пробуждение, здесь можно без них, они тут особо не играют никакой роли. Здесь у меня Савериус со шприцом и вот этим сетом. Если у вас нету этого сета, можете ставить вот этот. Если у вас нету этого, то есть ставьте все, что у вас есть. Главное, поднимайте просвещенность, атаку, соответственно, по максимуму. Ну и, собственно, все. Кот у меня здесь походить не успевает, но зато у него есть вот этот талант на увеличение атаки. Я не знаю, помогает он или нет, но атаку добавляет. Когда у нас дымки умирают, соответственно, мы немножечко добираем атаки. 18%. Итак, 10 секунд. Давайте посмотрим, как бой проходил. Еще раз скажу, да, мы перебираем бои, чтобы она наложила разлом. На нее минимум, и желательно, чтобы на них там побольше тоже. Чтобы мы быстрее их уничтожили и переключились на Гарпию. Мы выключаем Аспальту и Волка, потому что мы ждем, пока сходит Тиамат. Она снимет усиление, либо запрет навешает, и разлом, соответственно. И уже по разлому мы ударим Аспальтой и Волком. Обратите внимание, что разлом на дымки у меня не наложился. Если бы у меня был разлом на большем количестве целей, то возможно, что я еще быстрее, там секунд за 9 бы справился.
Ну а так, какое-то время я потратил на то, чтобы добить дымки там и потом уже переключиться на гарпию. Если у вас нету Тиамат, в Китае били вообще ничего не снимая, никаких там усилений не снимая, ничего не делая. Они ставили пятого вот этого вот чувака, Геакоса. У него тут есть неплохая пассивка. По-моему, абсолютно навык у него тоже неплохой. Видим, да? Усиление просвещенности. Но у них все равно с ним получилось подольше. Также вместо Тиамат можно поставить и Гарику, и, например, какого-нибудь даже Вориша, то есть любого, кто снимает усиления, и либо не дает их накладывать. И еще желательно тот, кто сможет наложить разлом. Почему на начальной стадии, на первом этапе вот этих скоростных можно не замечать связь стихий? Ну, например, для одного героя, да? То есть, чтобы, допустим, я говорю про Гарику, это же огонь, она сюда не подходит, вроде бы. Но у нас связь стихий на старте сезона, она очень слабенько прокачана. И если мы, допустим, поставим Гарику вместо кого-то еще, это будет не страшно. Зато она снимет усиление, зато она сможет наложить разлом. Так, товарищ Влад уже отбил 11 секунд. Я чуть-чуть его обогнал. У него видим, что волк без пробуждений. И тоже Тиамат, тоже на разломе, тоже с 20 ускорениями. Сейр тоже танкует. Волк одет также. И Аспальта. Причем обратите внимание на характеристики. 1500 атаки, 137 крит урона. Ну, видимо, повезло со снаряжением, потому что у меня даже не близко такое. 52 крит шанса, в общем, уже повезло. И Дафна у него с ключиком и, соответственно, скорость атаки сет. Также есть вариант, естественно, с аурой. 17 секунд, чуть похуже, они не такие шустрые, потому что им требуется время для разгона. Я уже проверял, у меня тоже получалось около 20 секунд. А, нет, даже, по-моему, 15 секунд. Код команды я выложу в описании. Видим, да, 18 секунд без Лины. Здесь, кстати, Ардред лучше всего одевать в сет кукольника. Она стартует очень рано, 9,6 секунд. И сможет сделать заливку всех остальных. И тогда у вас получится, мне кажется, побыстрее. Вариант с Линой. Так, его только что показал. 27 секунд с Ардред тоже. 28 Лина. Давайте переключимся в Китай. И в Китае вот она, свет и тьма. Вот про такой вариант я говорил. Вот с этим вот чуваком. 13 секунд. Ну, заметно хуже, чем с Тиамат. Ну как заметно, 13 секунд тоже вполне неплохо. А вот у нас вариант с Эстайон и с Анелизис тоже 13 секунд, очень неплохо. Со шприцом, Дафна на разломе. А я не знал, что на разлом можно ставить. Ничего себе. Интересненько. Эстайон танкует. Учитывая сет, я так понимаю, танкует именно она. И Анелизис с ключиком. Код без пробужденных талантов. Ну, очень неплохое время, на самом деле. Так, кого я только что показывал? А, вот его, давайте мы его посмотрим. Потому что этот вариант, ну, сильно ничем не отличается. А вот этот интересный. Расстановка вот такая. Тоже Дафна на 5 секунде ходит очень быстро. Да, она накладывает разлом. А я и не знал. Ух ты, ничего себе. А я и не знал, что Дафна накладывает разлом. Может быть, тогда мы бы смогли и быстрее сделать. 3 место, 4 место. Ну, здесь как бы команды одни и те же. И вот первая аура. Все варианты с Линой в основном идут. Ну, понятно, что она всех ускоряет, поэтому... С Эурионом, то есть смешивают. Как я сказал, здесь не принципиально, чтобы все были там по связи стихий подходили. Главное, чтобы наши ДД связь имели. А уже второстепенные, то есть герои поддержки, их можно ставить из любой другой стихии. Из той, где у вас есть необходимый персонаж для этого. Если у вас нету ни теней, ни ауры, может подойти и сбор с Хубергом, например, либо с Телендором. Правда, без Глэдис, там без оленя, то есть будет сложновато. Плюс ко всему, нужно, чтобы кто-то был танком, кто-то выжил. И чтобы они успели снять дымков, да, чтобы снизить урон и уже добить саму гарпию. Также у теней есть у нас кто? Есть команда призыва. Если у вас есть Лильванис, можно, конечно же, с помощью нее. На танковку можно поставить Беренгара, либо кого-то, кто сможет выжить под натиском гарпии, там ту же самую Ардред. Смотрим дальше. Ледяной взрыв.
Здесь у нас 13 секунд, плюс 4 Билдель, Сова, Зорок и Джорн. В Китае такие же команды. Давайте посмотрим. Джорн у нас с этим артефактом, чтобы быстрее он начал ускорять наших союзников. Ускорение навыков ему побольше, если сможете, тоже дайте. Здесь у нас точности, потому что на разломе, да, нужно больше выкрутить, как можно больше, чтобы проходил разлом. Ну, Билдель одеваем, как обычно, полностью в урон, исходя из того, что у вас есть. Зорок у нас здесь танкует. У него 5-е пробуждение, да, он может хотя бы немного выстоять. И Фридгунда, кстати, уже с артефактом. Плохой я пример вам привел, плохой. Я, наверное, лучше своих покажу. Здесь у нас пробужденные таланты. Он говорил, что заморачиваться не будет, поэтому, мне кажется, он максимальный результат здесь не выискивал. Давайте я вам покажу, все-таки команда достаточно отличается от моей. Потому что у меня, по-моему, Джорн танкует, а у него Зорок. Почему у меня Зорок не танкует? Потому что он у меня одет в сета кукольника. Потому что он у меня на 5-м пробуждении, соответственно, заливает всех остальных. Джорн у него стартовал. Ну, в общем, тут ничего особенного. Единственное, что с помощью артефакта, видимо, он сразу всех дымков забирает. То есть артефакт у него, видимо, урон увеличивает достаточно. Зорок, кстати, выжил весь бой. Артефакт все-таки снижает еще урон. И 13 секунд. Причем таланты у него здесь 4 штуки, здесь 3, здесь 3. Видим, да? Мой вариант чуть-чуть поскромнее. У меня артефакта нету и таланты не вкачаны. Правда, у кота чуть, может быть, побольше этих пробуждений на талантах. Ну, они тут, я думаю, что не принципиально. Если бы я сделал таланты, может быть, я успел бы пораньше. Ну и плюс ко всему, я отыграл просто один бой. Билдель. Как обычно, в урон. Никаких особенностей. У Шины тоже никаких особенностей. Единственное, что вам сложно будет, конечно же, точность выкрутить. Достаточно сложно на стартовом этапе. Зорок у меня здесь с этим кукольника. И тот же вариант с рогами, то есть я использовал максимальный вариант. Я выискивал бои, чтобы рога сработали именно на гарпию. И Фридгунда у меня здесь с ключиком. Ей как можно больше тут шансы крит удара я попробовал в первую очередь. Ну и немножечко добавил ускорение навыков. Джорн с маской в этом сете, иначе бы он не выжил. Он у меня 5-й, если у вас без пробуждений, может быть, он не сможет достоять, потому что там на самом деле на грани живет. Не знаю. Если у вас не 5-й Зорок, то смысла ему ставить вот этот сет кукольника, мне кажется, что его особо тут и нету. Потому что он только за счет 5-го пробуждения ходит быстро. Давайте посмотрим мой бой. Ставим вокруг Джорна, конечно же, чтобы он заливку делал. Видим, что от рогов попало на гарпию. Видим, что дымки у меня остались жить, 3 штуки. И поэтому я справился довольно-таки плохо. То есть, если бы они умерли, то, минимум на 2-3 секунды, по-моему, я бы справился быстрее. Но у меня от совы такого урона не получилось. Может быть, попробую переиграть. Так, здесь у нас уже проходки обычные, не на скорость, видим время. Поэтому давайте переключаться в Китай. В Китае у нас ничего такого выдающегося, да, 12 секунд, та же команда, но здесь столько пробуждений, что очень странно, почему 12 секунд у него, довольно-таки долго. И все команды здесь у нас идут такие же. В разных вариациях видим, что больше героев поддержки, когда с выживаемостью проблема с танковкой. То есть Джорна здесь нету, вариант заметно медленнее, но при этом вполне себе все еще неплохой. То есть не упирайтесь, да, хотя здесь вот, допустим, Джорна поставил, но из-за того, что у нас здесь нету Зорока, здесь у нас Эурион и времени ушло еще больше. Не упирайтесь, да, в одну схему, будьте гибче, добавляйте эти параметры за счет других героев, либо снаряжения, изменений снаряжения, которых вам не хватает. Не хватает живучести, попробуйте добавить героя поддержки. Вы потеряете в скорости, в уроне, но зато вы сможете закончить дисциплину без особых нервов. Здесь у нас с Орлом. В общем, тут смотреть-то особо и нечего в Китае. То есть я просто хотел показать, что те, кто не мог справиться там в 4 ДД, в 5 ДД, в 5 ДД, в 4 ДД я имею в виду, они ставят 3 ДД. Здесь вообще у нас, смотрите, Сова и Шина. И целых 3 героя поддержки. Билдель вообще нету. 41 секунда, 14 сложность. Ну, неплохо же. Кто у нас здесь с артефактом? У него Билдель по-любому есть, но он почему-то решил пойти вот таким интересным путем. Я вам его покажу. Пускай будет. По приколу, так сказать. Такой вариант с Агоком уже. В общем, здесь
плюс-минус все то же самое. То есть разные вариации команды ледяного взрыва. Также у нас здесь, кстати, я хотел сказать насчет Этерил. 2.31 он что-то делал не так. Во-первых, он очень плохо одел Этерил. Нету непросвещенности, нету атаки. Я не знаю, что он здесь собирал. Сет полный не собран. Зачем ей веер? Она же в 2 клетки всего. Расстояние. То есть там бонус будет очень слабый. Ей нужен шприц. Вот здесь какой-то кошмар вообще происходит, поэтому на это время не смотрите. Как вариант, если у вас есть Этерил, если у вас нету ледяного взрыва, вы можете попробовать вариант с морозом. То есть там поставить того же Ведимира, там, Равену, Раву. То есть вот такие вот вещи накрутить здесь, так, чтобы быстро дымки вырубить и потом уже в одну цель бить. Также вы можете соединить Этерил с ледяным взрывом. То есть поставить ее, например, если у вас совы нету, то поставить Шину и Билдель. И возможно, что получится очень даже неплохо. Она поможет выкосить все дымки. А затем в одну цель Билдель с Шиной они справятся гораздо лучше. Так, следующая дисциплина у нас будет мерзость. Это у нас яд и, получается, молния. Я здесь закрывал с помощью неустрашимых. Вот такой вот командой. Тоже использовал здесь Тиамат с той же самой задачей. Также одето абсолютно видим разлом, немножечко ускорения, максимальной точности. Все то же самое. Кукла у меня здесь вот такая вот. Хлюпенькое снаряжение, но атаки вроде бы неплохо, но все равно снаряжение хлюпенькое. Ну, какое есть. И она всего лишь плюс 4 у меня. Я зачем-то купил артефакт, это была моя ошибка. Купил артефакт, это когда я только еще первую копию выбил. Только потом узнал, что артефакт надо было брать в последнюю очередь. Настенка. Тоже на урон одета, ну, как смог. Из хлама, который у меня есть. Здесь у нас Кульвида. Ей выкручиваем точность. Опять же, дорога. Выцепляем, чтобы упали именно на гарпию. И я ее одел в сет кукольника, но он здесь абсолютно ей не нужен, потому что она ходит позже всех остальных. Для того, чтобы ее ускорить, я поставил Лину. Причем Лине я дал 40 ускорения, то есть здесь 20 и здесь 20. И еще часы. Чтобы она как можно быстрее залила вот их. Всех причем. Здесь у меня еда с Етом. Бой проходил вот так вот. Почему у нас мы Лину не одеваем в танковку, одеваем ей что угодно? Потому что видим, да, она бессмертие всем дает. И за счет этого сама отлично выживает все начало боя. И вот так вот, собственно, происходил бой. Ничего особенного, но здесь, если бы у Лины не было неуязвимости, то, конечно, была бы проблема. Потому что она просто бы умерла и все. На самом старте боя. Но в любом случае, я ей одел ускорение, потому что я знал, что у меня есть неуязвимость. Если нету неуязвимости, если у вас здесь стоит не Лина, да, кто-то другой, например, какой-нибудь, ну, не факт, что Сагамир, ну, кто-нибудь из танковки, например, Ардред с сетом кукольника, да, она быстро стартует. Правда, она, скорее всего, наверное, не выживет. Ей надо будет одевать сет вот этот зелененький на живучесть. Тогда вы будете медленнее, но зато вы выживете и сможете закрыть довольно-таки быстро это подземелье. Так, товарищ Влад закрыл той же команды, только у него получилось чуть-чуть подольше, на 4 секунды подольше. Фес уже начал проходить на скорость, я так понимаю. У него здесь вариант интересный. Маштур плюс 3, ничего себе! Это с сундуков ему нападало. О, шикарно. Уже Маштур плюс 3. Аскет у нас здесь с заливкой с сетом кукольника и разломом. То есть по привычной схеме, единственное, что он здесь не выживает, у нас здесь предмета на неуязвимость нету, поэтому приходится ставить танка. Кульвида, точности 115, обращу внимание. Так, Настенка с ключиком, со скоростью атаки, одетая в то, что есть. И, соответственно, кукла, кстати, уже неплохо, единственное, что атаки маловато. Но это на старт сезона, поэтому... Я, кстати, почему здесь кота поставил? Только из-за талантов. И плюс ко всему вот этот талант, который атаку еще больше увеличивает. Только из-за этого. Ну и Джин там похуже. То есть, короче, кот здесь из-за талантов. Талантливый кот. Мы взяли его не из-за его красоту и милость и пушистость, а за то, что он талантливый. Так, камерист у нас здесь пошел через волка и тигра. У него здесь целый зоопарк. Снаряжение. Так, похоже, что это проходка обычная, не на скорость. То есть, это когда он просто закрывал подземелье. Так что не будем дальше смотреть, здесь уже не показательно. Поэтому давайте переключаться в Китай. Так, кто у нас здесь? Здесь у нас танкует Гришнар, 29 секунд. И вариант с Эстайон. Но учитывая, что 5-я кукла и 3-я Кульвида, то есть можно было бы сделать это быстрее, тем более Эстайон есть.
но он справился довольно-таки плохо. Артефакта у него еще нету, но это не страшно на самом деле. Ключик. Гришнар с рогами, кстати, смотрите-ка. Кульвида здесь на разломе 226 точности, кукольник, сет кукольника и настенка в урон. Здесь у него джин. 31 секунда. То же самое, только обращу внимание, вообще без пробуждений. Ну, +1 не считается. 31, 2 секунды разница. Ну, позорище с пятой куклой. Ай-яй-яй-яй. Причем все равно он топ-1 забрал. 33 секунды, здесь уже эстайон нету, есть глубинный дар. Здесь у нас... Вот, кстати, интересный вариант. Почти бюджетненько. То есть можно вместо настенки, если у вас ее нету, ставить кульвиду. Здесь у нас... Она еще и без артефакта. Настенка без артефакта. Ну, прям бюджетный вариант. Единственное, что кульвида с Тариволом, она будет заметно хуже. Все-таки от настенки... Ой, точнее, от Таривола настенка дуреет. У него скорость атаки очень высокая, он начинает... кстати, он здесь даже крит-шанс не собрал. Совсем вообще. Ну... Виньяра и Эурион. И Голем. Ну, давайте все равно посмотрим бюджетненький вариант. Тут, конечно, в принципе, смотреть-то не на что, потому что, ну, что здесь может быть такого? Просто посмотрим, как это происходило. Эурион, ну, понятно, 5-е пробуждение, плюс ко всему Виньяра снимает усиление. Дает штраф к атаке. Эурион здесь выживает нормально. Кукла наша ковыряется довольно-таки долго. Виньяра, кстати, отличный щит дает ему, Эуриону. С Виньярой, когда идет урон в одну цель, вообще живучесть вот того, кого бьют, да, она очень... Мы это уже увидели, очень увеличивается. Мы это увидели на континентальных испытаниях. Когда у нас Билдель, допустим, танковала там, либо еще кто-то. Виньяра отличные щиты дает, и без лечения они могут выстоять достаточное количество времени. Здесь уже вариант с Агоком Рейтой. Танкует кто у нас? Рейта получается вот в этом сете, я так понял. Агок страхует через неуязвимость. Здесь у нас кульвида на разломе. Здесь у нас настенка без артефакта в сете кукольника. Здесь такое средненькое снаряжение. Артефакт тоже не эксклюзивный. И, кстати, с оленем. И 37 секунд. Ну, на самом деле, очень неплохо. Очень неплохо. Давайте, наверное, все-таки покажу вот этот вариант. Потому что действительно интересный. И сильно отличается. Он здесь не разбил стихии. Агок танкует. Агок умирает? Что происходит? Как-то я совсем не подумал бы, что так именно бой проходит. Настенка выжила за счет оленя, потом тоже умерла. Здесь у нас уже добивают последнего дымка. И добивают гарпию, умудряются. Ничего себе. Ну, полный бардак творился на поле. Поумирали тут все, но в итоге 36 секунд. Тоже здесь глубинный дар и тени. 45 секунд. Тут даже просто волк и дафна. Волк и дафна. Ну, тут хотя бы нормально одеты вроде бы, более-менее. Человек хотя бы понимал, что делает. Здесь у нас такой вариант. С Тариволом, Рейтой и Гришнаром. 49 секунд. Олень. Так. Тут уже через бабку пошел. Минута. И минута 16. Здесь у нас аура даже. Тоже, кстати, интересный вариант. Аура и Дианта. И 3 героя поддержки. Минута 16. Неплохо, неплохо. Выкрутился. Что ж, на этом все. Я что-то и так затянул. Хотел по-быстрому это показать, но что-то увлекся. С Гарпией все. Спасибо за просмотр всем. Всем удачи и всем до скорых встреч.